Друзья, я вас приветствую на канале Spinning Only. В этом ролике я хотел бы подробно рассказать про вольфрамовый микроджигриг. Фирма North Island выпустила линейку вольфрамовых микроджигригов различных форм, весов, цветов. Я уже на многие из них половил и потестировал их на реке Северский Донец и на Печенежском водохранилище. И я сделал выводы, что эти грузики намного лучше, чем шарнирный монтаж. Во-первых, они не так цепляют траву, далеко летят. И сам грузик придает приманке такую, так сказать, свою игру. В этом ролике я вам покажу, как играет каждая форма джигрига под водой. И вы сами убедитесь, насколько это реалистичная и красивая игра. Они очень пришлись по вкусу нашим окуням и красноперкам. А теперь давайте посмотрим, как же они играют под водой. Начну я с самого полюбившегося мне формы грузика, это палочка. Вольфрамовый джигриг палочка. Когда я рыбачил на Печенежском водохранилище, я отлично половил на него окуней в толще. И тогда я в него уже, друзья, и поверил. Этот груз отлично летит и приманивает рыбу с большого расстояния своим мерцанием. Вот он. Джигриг North Island палочка. Отработал. Ладошечный окунь. Палочка-выручалочка. Следующий груз — это груз Уралка. Микроджигриг Уралка North Island. На него я еще не ловил, к сожалению, но подводную съемку, когда я видел, как он играет, я был очень удивлен такой реалистичной игрой. Давайте посмотрим, как он ведет себя под водой. При ловле красноперки на легком весе будет незаменим джигриг шарик. На самых легких весах 0,2 грамма. Он просто собирает всю рыбу, которая находится в горизонте облова. Смотрим подводную съемку.
шарик для равномерной проводки. Активный твистер. Шарик на равномере сработал. А у вас что сработало? Тоже шарик. А нет, такая палочка. Палочка. Еще одна форма джиг-рига — это форма конус. Она также отлично собирает рыбу. Преимущество этого грузика в том, что он очень хорошо проходит траву. Так же как и шарик, я советовал бы вам его использовать на ловле со дна, на больших паузах. Сам грузик при проводке на песчаном и на илистом дне проваливается в песок и вил, а приманка остается на поверхности, привлекательная для ловли хищника. Я вам советовал бы оснащать его плавающим силиконом, так как он становится вертикально, и рыба его очень хорошо замечает. Он не теряется в траве. Давайте посмотрим на игру. Игра грузика джиг-риг также влияет на уловистость приманки, особенно когда вы ловите в толще. Мерцание грузика джиг-риг вольфрамового очень с большого расстояния приманивает рыбу. Вот, друзья, приведу вам пример. Посмотрите, в чем разница, почему джиг-риговый монтаж не собирает траву. Слева расположены два грузика микро-джиг-рига, а справа обычный шарнирный монтаж. Крючок на джиг-риге стоит под углом, ушком вверх. И таким образом он меньше собирает траву. А на шарнирном монтаже крючок просто лежит на дне, и он быстро будет собирать тину на себя. Еще один совет, друзья. Для того, чтобы далеко кинуть ультралайтовый микро-джиг-риг, нужно использовать тонкую нить. Но не у всех есть средства, чтобы купить дорогую нитку. Поэтому я вам советую использовать тонкие лески 0,08, например, диаметр. Купите 50 метров такой лески, намотайте на свою катушку, и вы будете отлично бросать эти легкие веса, и не нужно покупать дорогую нитку. Пробуйте, ловите, и у вас все получится. До новых встреч. Всем пока.